Всем привет, с вами моего. Не прошло и... в общем-то прошло. Но сегодня у нас необычный повод с распаковкой этой замечательной Дракулауры. Мне будет помогать Соня. Поздоровайся. Всем привет. Вот. Я не планировал ее селить к себе в коллекцию, потому что, извините, Дракулаур и так много. Но новая кукла никогда не бывает лишней. Приступим.
Что бы мне в заключение хотелось добавить об этой куколке? Во-первых, она шикарная. Во-вторых, она очень необычная. Для меня она необычна как минимум тем, что это моя первая кукла с грудным шарниром, в чем ее огромнейший плюс. В сравнении с вот этой моей Дракулаурой третьего поколения, у нее очень необычные волосы. И в целом, сколько бы я не видел Дракулауры третьего поколения, у нее никогда не было вот тут ни черной стороны, а она у нее бордовая, а вот тут малиновая. В отличие от вот, опять же, вот этой моей Дракулауры, у которой тут светло-розовые волосы, тут малиновые. В целом, все ее аутфиты это просто шик. Я влюбился в нее. И в целом, мне очень нравится эта кукла. Я ни капли не пожалел, что я ее приобрел себе в коллекцию, и она будет очень долго стоять и радовать мой глаз. Спасибо всем огромное за просмотр. Мне было безумно приятно ее распаковать вместе с моей подругой. И всем пока-пока.